потолок, да? Да. Кронштейн, телевизор к потолку замонтировать, да? Да. Это подписчики нам такое пишут. Да. Два кронштейна, iTouch Mount, один CLB54N, другой CLB202R. Это конкретно для крепления в потолок. Один есть до 80 дюймов, 50 килограмм выдерживает, другой до 42 дюймов выдерживает 30 килограмм, но он более универсальный, потому что сюда даже мониторы можно прикрепить, потому что здесь минимальный 75/75. Здесь чуть другой формат крепления. И именно эти кронштейны выбрал я для вас сегодня. Я мог бы вам принести сейчас 10 кронштейнов, но это те кронштейны, которые действительно ходят, скажем так, либо держат, либо нормально крепятся. Поэтому что мы сегодня с вами сделаем? Конечно же, сверлить я там с потолок не буду, но мы сегодня с вами пойдем посмотрим, что заявляет производитель, посмотрим, сколько стоит, где купить, и, конечно же, распакуем и посмотрим, что они из себя представляют и почему они вот такие вот разные и почему этот более универсальный при меньшей диагонали. Поэтому на канале Технозон, ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, поехали. Технозон. Ну а теперь мы перейдем конкретно на товары. И стоит вот этот вот кронштейн, который iTouch, то есть я их два для вас выбрал, таких самых популярных, с разными креплениями. Этот подешевле, 2190 гривен, это у нас потолочный iTouch CELB 54N от 37 до 80 дюймов. А это вот тут важно именно это крепление и все остальное, потому что 80 дюймов это достаточно большой телевизор. При том, что, вот смотрите, тут все красиво расписано, при том, что он от 37 до 80 дюймов, он выдерживает еще и до 50 килограмм. 3 у нас степени свободы, имеется в виду, что у него есть наклон минус 25 плюс 5 градусов, минус 30 плюс 30 углы наклона, и у нас, а что еще? А у нас в принципе-то больше ничего и нет, нам-то тут рассматривать нечего, кроме того, что есть вот такое вот крепление у нас, которое мы сейчас увидим вживую. Я хочу перейти с вами и посмотреть именно на живо. А вот смотрите, здесь показывают наклон плюс-минус 25 градусов. Здесь у нас различные крепления. Слушайте, давайте пойдем на него посмотрим вживую. Но хочу напомнить, что ссылки в описании под видео. Вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Смотрите, это вот первый кронштейн, который мы с вами рассматриваем. CLB54N. С весом мы уже с вами разобрались, какие есть стандарты. Кабель менеджмент, плюс 5, минус 25 градусов наклон. Тройной у нас запас прочности и плюс 30, минус 30 градусов. Давайте открывать. У нас есть стандартная, видите, у нас есть стандартная инструкция, достаточно детальная. Собрать вы сможете все сами, конечно же, в потолок. Опять у меня вот это моя любимая. Перевернуть и смотреть вниз головой. Стандартная инструкция, собрать все можно самим, без каких-либо проблем. Теперь дальше. Есть верхнее крепление. Посмотрите на металл этого верхнего крепления. Смотрите, достаточно толстый металл. Это верхнее в потолок. Теперь дальше. Это нижнее крепление, к которому крепятся трубы плюс рейлинги. Сейчас вам покажу. Вот они, плюс рейлинги. Теперь смотрите, сами по себе рейлинги. Вертикальные поперечины и горизонтальные поперечины, как они называются. Давай сразу их доставать, потому что я его хочу собрать, чтобы вы увидели, как он выглядит собранный. Вот. Таким вот образом. Две. Ну, если до 80 дюймов, то маленьким он конкретно и не будет. Никогда бы и не был бы. Давайте открываем. Раз. Два. Видите, здесь у нас есть и резьбовые соединения для того, чтобы закрепиться к этим рейлингам. Теперь дальше. Крепежный материал. Весь крепежный материал у нас в комплектности. Также у нас здесь крепежный материал для потолка. Дюбели рассчитанные и, конечно же, сами по себе метизы. И плюс у нас есть вот такой вот шестигранник и обыкновенный ключик. Плюс веса крепления для телевизора со всеми проставками от 200 на 200 до 600 на 400. Сами по себе трубы. Смотрите. Давайте я сейчас снимаю. Смотрите на толщину этих труб.
То есть они достаточно крепкие. Их 3 штуки, потому что кронштейн у нас достаточно длинный. Вторая. И есть у нас третья. То есть все очень-очень качественно. Давайте его соберу, наверное, посмотрим на собранное изделие, для того, чтобы понимать, как оно выглядит. Ну и смотрите, вот таким вот образом оно выглядит уже собранное, то есть крепится фактически в потолок. И как вы могли заметить, оно достаточно длинное. И это еще не вся длина. Смотрите, в этой части мы можем как еще уменьшить на одну, так еще увеличить на 2 длину. И это конкретно для высоких потолков, для больших диагоналей. То есть для низких потолков, конечно же, такая штука не подойдет. Убрать среднюю вы не можете, потому что она большая по диаметру. У нас здесь, видите, угловое коррегирование, то есть мы можем с вами наклоны делать. И также у нас здесь есть тоже коррекция по углу наклона. То есть больше здесь ничего такого нет. Достаточно крепкая, нормальная, надежная конструкция. Ну что, посмотрели? Давайте теперь со вторым кронштейном разбираться. Второй кронштейн, тоже iTech CELP 202R от 26 до 42 дюймов. Он немножечко меньше размер телевизоров поддерживает. И стоит он 1350 гривен, немножко дешевле, чем вот этот вот огромный кронштейн. Ну и, конечно же, он немножечко и поменьше вес держит. Смотрите, отступ от потолка 625-875 миллиметров до 30 килограмм, 2 степени свободы, при этом, что у него, смотрите, поворот до 20 градусов именно угол, а поворот до 180. То есть у нас есть угол и поворот, 2 степени свободы. У него совсем другой принцип крепления, как я уже говорил, да, и я предлагаю вам сейчас пойти тоже посмотреть уже, как он выглядит вживую. Ссылку на этот я тоже закинул в описании под видео, и уже там сделаем выводы. А вот и наш CLB202R. Ну, мы уже видели с вами характеристики. Давайте посмотрим, что же у нас внутри в комплекте и как он вообще выглядит. То, что есть инструкция, это понятное дело. Это, сразу говорю, весокрепление со всеми вставками. У нас есть в комплекте абсолютно все. Это 75-я, это 100-я веса, а здесь уже дальше комбинации. Да? Теперь дальше. Весь крепежный материал для сборки, винты. Есть у нас вот метизы и дюбели для крепления в потолок. И сам по себе, ну это уже, видите, это у нас угловые крепления, заглушки. Смотрите, это у нас более декоративная заглушка для вот такого вот крепления на потолок. Видите, оно будет выглядеть именно вот таким вот образом. Сейчас я вставлю. Вот таким вот образом, видите? То есть оно вставляется, защелкивается и потом просто-напросто уже будет таким декоративным моментом выглядеть. Теперь смотрим на трубы. То есть трубы у нас вот такого вот момента. Это угловое крепление. Это вторая труба, то есть это не для длинного крепления, то есть не для высоких потолков. И, конечно же, само по себе крепление веса, как так называемое. Видим, 75-ки и 100-ки это больше телевизионное крепление. Здесь уже вариации на тему. Это весокрепление уже для небольших телевизоров. Слушайте, давайте я его, наверное, соберу, покажу вам готовый вариант, чтобы вы понимали, как он выглядит. Ну вот мы этот собрали, смотрите. Здесь у нас, я, кстати, забыл вам сказать, видите, кабель менеджмент, то есть он может выходить к телевизору сюда, заходить сюда и выводиться именно под потолок куда-то. Кстати, у этого тоже, у большого есть кабель менеджмент, мы просто он переворачивается, тут вообще не важно в какую сторону. Вы просто переворачиваете и крепите в ту сторону, где его не видно. Но это конкретно для маленьких потолков, то есть вы здесь можете подвесить именно уже ниже оно будет, при том, что вы можете укоротить, еще у нас здесь есть 4 задела, да, то есть на вот столько мы можем еще укоротить его, а можем удлинить, потому что здесь есть еще 2 задела. Это декоративная крышка, то есть фактически он будет так вот выглядеть, это очень неплохо. Теперь вот эта штука, она у нас регулируется по горизонту и по углу наклона и фиксируется, видите, винтом. То есть вот такой вот этот кронштейн аккуратненький, но он и выдерживает место меньше, и размер у него меньше. То есть вот такой вот кронштейн. В качестве выводов скажу, да, кронштейнов таких много. Эти действительно ходят, крепкие. Ну, материалы вы видели, крепления видели. Я думаю, что тут вообще вопросов нет. При том, что вот этот кронштейн, он по сути проверяется, видите, у нас сила проверена 3 раза. Ну, мы же с вами смотрели. Это означает не 3 раза, они просто немножко неправильно. Они делают запас 3-кратный на усилие. То есть этот кронштейн действительно будет ходить, как, в принципе, и этот. Рекомендую, конечно же. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.